Всем привет! В этом видео я рисую портрет в 3/4 простым карандашом, покажу все стадии работы и расскажу все о построении лица. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Начинаю я портрет с того, что набрасываю общую композицию, где он будет располагаться. Дальше чисто на глаз стараюсь ухватить лицо и его общий какой-то контур. Все это набрасываю такими обрубовочными линиями, сильно их не скругляю. И дальше замеряю пропорции портрета, что к чему относится, сколько у нас, допустим, ширина всей головы укладывается в высоту. Нахожу, что у нас приходится на середину всей головы от макушки до подбородка, и это линия бровей. То есть, если мы рисуем портрет вместе с волосяной частью сразу, то обычно эта линия может быть чуть выше, чуть ниже. Если без, как в схемах построения, то это, конечно, линия глаз. Дальше уже относительно нее удобно найти линию глаз и линию носа. Она будет середина между бровями и подбородком. Также сразу эти линии я увожу в перспективу. Линия горизонта будет как раз на линии бровей, и все нижние линии относительно нее, это подбородок, нос, губы, будут ходить чуть вверх, плавно поднимаясь своей левой стороной, а линия волос, наоборот, немножко вниз. Все они будут сходиться в одну точку. То есть не параллельно, а именно с таким сокращением. За счет этого у нас левая сторона лица тоже гораздо меньше, чем правая. Тут тоже середину лица можно померить, посмотреть, сколько, допустим, левая сторона укладывается в правую. И стараюсь максимально отдалить момент прорисовки частей лица, то есть прорисовать поточнее и максимально точно все, что можно вокруг. Это основную массу черепа, волосы, то есть эти части часто опускают, так как кажутся неважными, хотя на самом деле это очень значимые моменты. Сразу показываю контур по скуле, по которой будет идти световая часть. Сразу будет видно и понятно, что вот у нас лицо, его передняя сторона, которая на свету, и боковая вся в тени. Дальше нахожу губы, где расположена каждая линия, где находится нижняя часть губы, верхняя и сам разрез. Относительно уже этих заметок ищу ширину носа и сами глаза. То есть я максимально все везде размечаю, примерно прикидывая, где что будет расположено, чтобы то, что вокруг этих засечек, было и визуально, и по пропорциям схоже с нашим референсом. И мне всегда удобно начинать именно с призмы носа, ее простраивать, основную ее конструкцию. Сразу помогает точно увидеть, верно ли мы расположили глаза и губы. И снова периодически я оставляю части лица и возвращаюсь к прорисовке волос и контура вокруг, чтобы снова его поуточнять, какие-то линии, может быть, передвинуть. Самый тоже лучший способ. После того, как я построила призму носа, я не достраиваю до идеала нос, а снова перехожу на другую часть лица, в данном случае на губы, и прорисовываю их. Уже по намеченным точкам, это довольно просто сделать. Чуть опускаем уголки губ, потому что они ниже, чем середина. Можно также себе помогать тем, что если мы визуально проведем через какую-то точку прямую линию, вертикальную или горизонтальную, мы сможем сравнить, что на нее приходится и верно ли мы также взяли на нашем портрете. Например, через линию уха, кончика верхнего уха, приходится бровь, а через низ где-то чуть выше, на уровне чуть выше носа. То же самое можно сделать по вертикали и горизонтали. Также сразу стараюсь вводить легкую светотень, она помогает лучше уловить форму и легче будет сравнивать в дальнейшем. От верхней губы показываю фильтром между носом и губой, от уголков к середине носа. Мне удобно нос простраивать с помощью 3 основных масс, то есть 3 кружков. Один самый большой — это центральный. 2 маленьких боковых отвечают за крылья носа. Так как у нас портрет в ракурсе, то левое крыло носа прячется за большой. Это как раз удобно именно этими шариками показать, тем более здесь нос как раз подходит под них такой картошкой, и эти шарики как раз его хорошо характеризуют. То есть я прячу левый кружок за большой, его там видно совсем чуть-чуть, такая небольшая дуга. И также прорисовываю тот контур, который отделяет нас нижнюю площадку носа от боковой и верхней, как у нас до этого было на нашей призме. И уже дальше прорабатываю детали по спинке носа, добавляю ноздри. Могу сразу показать небольшую светотень. То есть это темнее у нас нижняя площадка, боковая. Сразу можно немножко утемнить и тон под глазами, так как глаза у нас утоплены в глазницах, и они обычно в тени.
Глаза я рисую всегда одновременно. Сразу показываю линию, на которой будут приходиться верхнее веко, и у левого, и у правого глаза. Эта линия тоже идет в перспективу. Вообще все парные точки на портрете идут в перспективу. Также поднимаю немножечко внешний уголок, так как внутренний у нас чуть ниже, верхний повыше. И два верхних уголка тоже лежат на одной линии и уходят в перспективу. И уже вот по этим всем точкам, которые у меня есть, мне очень легко нарисовать верхнее веко. У левого глаза оно будет вообще сам по себе левый глаз короче и меньше из-за перспективы, и его левая сторона как бы больше сокращается и идет по окружности, то есть по самому глазному яблоку. Это глазное яблоко я тоже там намечаю и как бы поверх него накладываю веки. Складку верхнего века тоже несложно повторить, так как у нас есть уже просто сама линия верхнего века. Складка повторяет ее контур просто чуть выше. И это тоже высота у двух глаз, они находятся на одной линии. Сразу немножко намечаю толщину у верхнего века, потому что у нас глаза имеют какую-либо всегда толщину. Это пример самый распространенный апельсин и его корка на мякоти, как складки верхнего и нижнего века. Добавляю также слизнячок, немножко затемняю уголки глаз, сравниваю все вот эти тонкости с референсом, где потемнее, где посветлее. Нижнее веко по факту лежит на той прямой линии, которую мы рисовали. Я ее располагала по слизнячкам, поэтому там с нелегким небольшим изгибом лежит на ней, и чуть внешний контур поднимается к внешнему уголку, так как он у нас выше, чем внутренний. Дальше все прорабатываю и уточняю. Добавляю толщину у нижнего века. У нижнего века ее всегда почти видно, так как она повернута на нас, и мы смотрим всегда чуть сверху. И также толщину нижнего века, она не такая выраженная, эта толщина, как у верхнего, но и гораздо тоньше. И тоже повторяет контур нижнего века. Сразу добавляю небольшую тень в уголках и под бровью. Тут уже сравниваю с референсом и анализирую форму. То есть тоже добавляю два таких момента. Это смотрю на референс и с одной стороны делаю точь-в-точь как там, но с другой стороны именно продумываю конструкцию и рассуждаю, где будет лежать какая тень, чтобы рисунок походил не на чистую копию фотографии, а все-таки как какой-либо конструктивный рисунок. Утемняю немножко брови, чтобы можно было тоже с помощью них уловить пропорции и сравнить портрет. Затемняю немножко нижнее веко. Также можно дать тень от верхнего века на белок. Там тоже есть, но такая слабенькая, так как сам белок, он белый. Можно в уголках затемнить верхнего века. То, что форма у нас поворачивается, глаз он у нас круглый, да, вот это глазное яблоко, и по вот этой окружности также округло ложатся верхнее и нижнее веко. Радужку я рисую также сразу у двух глаз, то есть наметила у одного, сразу же намечаю у другого, чтобы я видела их парно и могла их сравнивать. Радужка у нас касается нижнего века и заходит под верхнее. Я всегда рисую эту радужку насквозь, то есть прорисовываю под верхним веком тоже, чтобы я видела верхнюю линию зрачка радужки и могла относительно этой радужки точно по центру поставить зрачок. Так как у нас глаза немножко смотрят в сторону, и поэтому радужка будет не круглая, а немножечко эллиптической формы. Сразу заштриховываю зрачок и оставляю в уголке только светлый блик. Ну и уже в конце прорабатываю, сравниваю все мелочи, уточняю, немножко добавляю на шее мышц, ключицу. Также можно линии показать какой-то объем, где-то сделать ее потолще, где-то потоньше. Это своего рода такая интересная графика. И уже завершающим моментом прорисовываю ухо. И тут просто сравниваю каждый завиток, где что находится, и легонько затемняю. И уже завершающие штрихи уточняю немножко еще раз контур по голове относительно тех частей лица, которые мы прорисовали. Намечаю немного волосы, они слегка волнистые. Можно дать небольшой тон по спинке носа, по верхней губе, ну и по боковой части лица, которая находится вся в тени. Думаю, в следующем видео я запишу
разбор этого портрета в тоне. Также стараюсь уловить волосы. Конечно, их лучше брать сначала общую светотень, а потом уже в этой общей светотени разбирать на каждую прядку. И то лучше на прядку, а не на отдельный волос. Потому что у каждой прядки есть свой объем, есть свет и тень, а в сумме эти пряди на голове тоже образуют какую-то свою общую светотень. У них есть общая тень и общий свет. Такой легкой штриховкой в стиле скетча добавляю небольшую вот тень сбоку лица. Где-то еще на лице прорабатываю немножко губы, нос. И в целом наш портрет готов. Если вы желаете научиться рисовать и не знаете, с чего начать, приглашаю вас на свои индивидуальные онлайн-уроки по рисованию. Записаться можно через любую соцсеть, ссылки есть в описании. Если у вас остались вопросы, пишите, буду рада на них ответить. До новых встреч, всем пока!